Здравствуйте! Сегодняшний рассказ о кисло-сладкой ягоде родом из Китая, где она является одним из символов этой страны. Речь идет о личи. В Китае фрукт культивируется на протяжении более 1000 лет. Его красная, розовая или зеленая кожура скрывает блестящую сладкую мякоть с небольшой горчинкой. Недаром издревле китайцы называли этот плод глазом дракона из-за яркого сочетания красной кожуры, белой мякоти и коричневого семя. Иногда личи называют китайской сливой, и не без основания. Оно действительно чем-то похоже на сливу, и к тому же именно на юге Китая это растение довольно широко распространено. Также второй родиной личи часто называют Вьетнам. Посмотрите, сколько плодов этого фрукта вьетнамские торговцы везут на рынок. Nhiều vải lắm các bạn. Đây là khu tuần. Đây ba. Ra đó. Theo đồng biết là các bác bán bao nhiêu này. Tập trung bán bao nhiêu đấy. Đây. Đó. 10 bánh. Cái là 15 rồi các bạn. Cái thanh hà như này nó rất dễ bán này. Hello, các bác nhá, em sẽ mời các bác xuống khu trung tâm cây xăng phố biển này, nhưng mà hôm nay thưa vải lắm các bạn. Phải gọt thắt đeo nhỉ. Сегодня личи можно также встретить и в других странах Азии, Америки и Африки. На вопрос, что же такое личи, многие отвечают, что это фрукт. Это верно, но если быть более точным, личи является односемянной ягодой-костянкой. Ягоды считаются разновидностью фруктов. На бытовом уровне мы привыкли называть ягодами небольшие по размеру плоды, умещающиеся в горсти. Мякоть личи имеет желеобразную консистенцию и по вкусу напоминает смесь винограда и клубники. Кто-то слышит во вкусе плода нотки ананаса, кто-то киви. Его можно охарактеризовать как кисло-сладкий, приятный, выраженный. У хорошо вызревших плодов присутствует сильный аромат, похожий на запах розы. Если неочищенный плод имеет запах плесени или гнили, он испорчен. Есть его нельзя. Примерно на 80% мякоть плода состоит из воды. Благодаря этому сочные плоды используют в жаркий период для утоления жажды. В мякоти около 1,3 граммов клетчатки, которая необходима для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Фрукты личи содержат много углеводов в виде сахаров, но мало белков и жиров, что делает их привлекательным для диетического питания. Вечно зеленое дерево личи принадлежит к семейству сапиндовых. Оно поражает воображение своими гигантскими размерами и густой раскидистой кроной с парноперистыми вытянутыми листьями насыщенно-зеленого цвета. Все это создает впечатление кучерявости огромной шапки экзотического дерева. Высота вечно зеленого личи достигает около 15 метров. Листья личи кожистые, каждый лист разделен на несколько листочков. Молодые листья красноватые, затем они становятся блестящими, ярко-зелеными. Личи предпочитает климат субтропический и даже скорее тропический, однако может переносить некоторое похолодание, но не переносит морозов. Растет в южной части Китая, Южной Америки, Африки и Японии. Некоторые сорта могут переносить отдельные заморозки до минус 4 градусов Цельсия при условии, что в летний период температура воздуха будет максимально жаркой, сопровождающейся ливнями и большой влажностью. Лучше всего личи растет на хорошо дренированной кисловатой почве, богатой органическими веществами. Здесь растение обильно плодоносит, но растет довольно медленно. Плоды появляются только на 8-9 год.
Цветет личи невзрачными соцветиями-метелками длиной около полуметра. Цветки не имеют лепестков, чашечка окрашена в желтовато-зеленый цвет. В соцветии множество цветочков, но плоды завязываются только в нескольких из них, а остальные осыпаются. Весной отвести глаз от цветущего дерева просто невозможно. Огромные россыпи цветов украшают его от самых нижних веток до верхушки. Цветы у личи двуполые. И зачастую время цветения мужских и женских цветов не совпадают. На отдельных деревьях метелки с мужскими цветами появляются и развиваются раньше, чем женские. Таким образом, возможностью максимального опыления женских цветков и получения хорошего урожая фруктов личи напрямую обязан своим естественным опылителем – пчелам, переносящим пыльцу с мужских цветков на женские в течение всего периода цветения дерева. От момента окончания цветения до полного вызревания плодов личи проходит около 140 дней, а затем в течение примерно 6 недель идет активный сбор урожая. Готовыми для сбора плоды личи считаются, когда созревающий плод меняет свой цвет, становясь из светло-зеленого ярко-красным. Обычно плоды начинают снимать, как только они начинают краснеть. Плоды личи собирают, срезая или отламывая всю гроздь и обрезая затем с нее плоды. Такой сбор занимает много времени и требует больших усилий. После сбора плоды сразу же относят в тень и после немедленной сортировки и упаковки отправляют на продажу или переработку. В зависимости от места произрастания, средний урожай, снятый с одного дерева личи, колеблется от 10-50 кг в относительно прохладных регионах до 125-130 кг на юге. Разница между зелеными личи и зелеными помидорами заключается в том, что сорванные с дерева личи уже никогда не созреют. Плоды созревают уже в июне. Несмотря на то, что соцветия довольно большие, плодов получается в 4-5 раз меньше, потому как большая часть цветков осыпается. И все равно дерево в целом дает довольно большой урожай. Плоды вечно зеленого дерева личи овальной формы, висят связками и содержат одну коричневую косточку. Доспевший плод имеет плотную кожуру красного цвета с большим количеством острых бугорков. В пищу используется только мякоть плода, которая имеет желеобразную структуру, а по цвету и вкусу напоминает чищенный виноград белых сортов. При сборе срывают целиком соплодия и хранят их на ветках, потому как отдельно сорванные плоды быстро портятся. Сами плоды относительно небольшого размера, в среднем в диаметре где-то 3-4 см. По форме могут быть как овальные, так и яйцевидные, в зависимости от сорта. Весит такой плод около 20 граммов. Встречаются желтые и оранжевые сорта. О многом расскажет кожура личи. У зрелого плода она красноватая или розовая, без всяких вмятин, повреждений и пятнышек. Если кожура имеет желтоватый оттенок, фрукт сорвали с дерева слишком рано. Коричневатый оттенок указывает на то, что он основательно перезрел. Подгнивший фрукт сразу выдаст запах. Спелый личи благоухает как роза, свежо и приятно, с тонкими сладковатыми нотками. Густой приторный аромат источает подпорченный фрукт. Важно знать, что кожура этого плода совершенно непригодна для пищи. Удалять кожуру следует аккуратно ножом. После этого следует тем же ножом изъять из мякоти косточку, так как она достаточно крупная и есть личи с косточкой неудобно. Вынимается она легко. И хотя кожура личи не отличается ничем примечательным, так как в ней нет приятного вкуса, как у мякоти, она жесткая и сухая на вид. Но не следует судить продукт по первому впечатлению. На самом деле кожура личи скрывает в себе множество витаминов и минеральных веществ, благоприятно влияющих на организм человека. К тому же она богата грубой клетчаткой и мочегонными компонентами. Это значит, что отвары из кожуры личи помогут вывести лишнюю жидкость из организма. Очищенную кожуру личи помещают в большую миску. Сначала в нее добавляют соль, а затем воду. Замачивают кожуру личи в растворе несколько минут. Это связано с тем, что личи склонна к обесцвечиванию и почернению. К тому же в кожуре могут сохраниться пестициды, которые распыляли в процессе роста растения. Все это эффективно растворяется с помощью соли. Затем в раствор добавляется немного муки. После чего кожуру следует тщательно промыть, так как поверхность плодов пупыристая и в ней могут быть яйца различных насекомых. Адсорбирующие свойства у муки очень высокие. Затем личи промывают, пока вода не станет чистой. Вымытые личи помещают в кастрюлю с водой и кипятят их в течение 10 минут.
Вода в кастрюле становится темно-желтой. Это означает, что все полезные вещества высвобождаются из кожуры личи. Полученный напиток следует налить в чашку и добавить леденец, чтобы устранить горечь. Такой напиток поможет избавиться от вздутия и боли в животе, если вы съели слишком много личи. В целом, напиток дает отличный успокоительный эффект. Он поможет устранить сухость и боль в горле. Если налить раствор в пульверизатор, то это будет отличное средство против комаров. Если побрызгать на место укуса, то зуд быстро пройдет. Это совершенно безопасно и хорошо подойдет детям. Этот раствор очень эффективен для лечения экземы. Если регулярно протирать этим раствором кожу, то экзема быстро исчезнет. В странах Азии есть личи не принято руками. Мякоть личи складывают в одну тарелку, едят ее ложкой или вилкой, ведь по структуре она желеобразная, так нельзя будет запачкаться соком мякоти. Личи очень часто едят не только в свежем виде, но даже в сушеном и консервированном. Для тех, кто может без труда раздобыть личи каждый день, можно готовить смузи или пюре из личи. В некоторых странах личи засушивают прямо с кожурой. При этом кожура плода деревенеет, а сухая мякоть с косточкой свободно перекатывается внутри. Личи в таком виде называют орех личи. Стоимость килограмма личи на тайских рынках составляет около 50 тайских бат, приблизительно 100 рублей. Это немного дороже, чем цена на другие, более распространенные фрукты – ананасы и бананы. Свежие плоды очень трудно хранить и транспортировать на большие расстояния, поэтому личи желательно съедать сразу после покупки. При комнатной температуре плоды могут храниться только 3 дня. Чем дольше хранятся плоды, тем хуже. С каждым днем все больше витаминов улетучивается из личи. В холодильнике ягоды могут храниться около недели. Для этого выбирают зрелые и немного твердые плоды. Они должны иметь красный или розовый цвет с приятным цветочным ароматом. Для длительного хранения личи можно поместить в морозильную камеру. Сначала плоды нужно подготовить, так как мякоть личи довольно рыхлая и склонна к гниению. Для этого личи складывают в кастрюлю, добавляют воды и немного соли. В этом растворе плоды следует подержать 5-8 минут. Таким образом, соленая вода устраняет остатки пестицидов и личинки насекомых, продляя срок хранения фруктов. Ни в коем случае нельзя удалять черенки плодов, иначе личи легко разъедаются внешними бактериями и происходит обезвоживание. Срок хранения плодов значительно сократится. Из раствора плоды следует поместить на кухонное полотенце, чтобы они обсохли. Обсохшие плоды нужно положить в полиэтиленовый мешок, выдавить из него воздух и плотно завязать. Теперь пакет можно положить в морозильную камеру, где фрукты могут храниться несколько месяцев. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!